Я Алишер, и это Метабаза. Сейчас мы всей планетой наблюдаем невероятный хайп по поводу всего, что связано с метавселенной. Маленькие компании стали миллионерами. Разработчики бросились добавлять к продуктам теги Web 3.0, VR и Meta. Исследователи из инвестиционных фондов выпустили отчеты о том, что происходит с этой сферой за последнее время и какие у метавселенных перспективы. Получилось занятно, но не стоит забывать, что эти отчеты читают тысячи разработчиков. Эксперты огромных фондов оценками не только анализируют тренд, но и формируют будущее. В этом видео я разберу и прокомментирую их работы. Постараемся понять, как они видят новый мир и наше место в нем. Исследователи, отчеты которых мы будем смотреть, это Дэвид Грайдер из Grayscale, его коллега-аналитик Мэтт Максима и Бенедикт Эванс из Horowitz. По мнению Grayscale, метаверс – это набор взаимосвязанных экспериментальных виртуальных миров, где люди могут общаться в режиме реального времени. Там они будут формировать принадлежащую им интернет-экономику, охватывающую цифровой и физические миры. Мобильный интернет изменил то, как мы используем сеть. Это изменило продукты, услуги и компании, которыми мы пользовались. А это, в свою очередь, изменило наши бизнес-модели, культуру и политику. Метавселенная Web 3.0 имеет такой же потенциал. Вспомните, как телефоны становились легче и мощнее. С VR и AR-устройствами происходит то же самое. Вот это PSVR. Уже устаревшее VR-устройство. Что-то вроде первых смартфонов с пиксельным экраном. За все 5 лет существования этого шлема их было продано больше 5 миллионов, тогда как более продвинутый Oculus Quest 2 всего за год сделал почти 2 миллиона продаж. А новый Oculus Pro, который обещает быть еще легче, тоньше и удобнее, может стать чем-то вроде айфона в мире телефонов и легко побить все предыдущие рекорды. Бенедикт Эванс более скептически смотрит на ситуацию и приводит пример с приставками. Телефоны прошли свой путь от змейки и кнопок до 4К и трехмерных игр и стали самым массовым технологическим продуктом на планете. Приставки проделали такую же эволюцию, но продвинутые игровые консоли есть далеко не у всех. Давайте взглянем на то, как исследователи из Grayscale видят эволюцию веба. Взаимодействие с Web 1.0 ограничивалось чтением статичных страниц. Web 2.0 принес нам возможность быть создателями контента. Web 3.0 сделает нас владельцами того, что мы создаем. И сама виртуальная экономика станет медиумом, передающим ценность информации. Организации прогрессируют от компаний, создающих веб-сайты, до платформ, таких как социальные сети, где мы сами постим почти все, что хотим. В Web 3.0 появляются сети, которые принадлежат самим пользователям. Первые сайты крутились на домашних компах, потом пришло время облачных вычислений и мобильных приложений. В Web 3.0 балом правит блокчейн, который будет использоваться не только для финансовых транзакций, но и как база данных для децентрализованных приложений. Бенедикт называет происходящее большим ребрендингом. Технологии, развиваясь и становясь доступными большему числу людей, меняют область применения и несут новые смыслы. Так, криптовалюты, изначально использовавшиеся для платежей и спекуляций, превращаются в основу Web 3.0 для новых моделей разработки приложений, интернет-бизнеса и построения сообществ. А VR и AR-устройства, которые не так давно были уделом фанатиков и ученых, обрастают социальными функциями и превращаются в массовый продукт под названием метавселенная, такой же доступный, как смартфоны сейчас. Но наступление Web 3.0 не будет линейным процессом, и нас ожидают так называемые зимы, когда интерес к индустрии падает из-за технических, экономических или социальных факторов. Легко понять, как концепции Web 3.0 меняют игровую индустрию, важную часть метавселенных.
За последние годы наметилась тенденция перехода игроков от платных одиночных игр к играм с сервисом, которые продают внутриигровую валюту, подписки и предметы. Однако перевести валюту одной игры в другие валюты в рамках Web 2.0 не представляется возможным, экосистемы закрыты. И все, что покупают игроки, фактически принадлежит компаниям, делающим игры. Web 3.0 решает эту проблему, устраняя контроль создателей игры благодаря технологиям NFT и блокчейн. Если из виртуальной одежды или оружия сделать NFT, то им можно будет торговать на внешних платформах, сделать свой магазин или даже создавать новые объекты. Все это приведет к совершенно новой открытой интернет-экономике, когда игроки смогут зарабатывать в играх реальные деньги. Игра из развлечения превращается в полноценную работу. «Плати, чтобы развлекаться» прямо на наших глазах эволюционирует в «играй, чтобы зарабатывать». Эванс добавляет к этому, что хоть NFT на слуху у всех, действительно занимаются ими сейчас очень мало людей, однако им удается навести столько шороха, что слышно его по всей планете. Технология в будущем получит более широкое применение. Возможно, слово NFT не будет использоваться, а будет подразумеваться, когда мы будем говорить о владении чем-либо физическим или виртуальным. Те компании, которые не адаптируются к изменившемуся миру, будут терять пользователей, потому что получение собственности, даже цифровой, это сильнейший мотиватор для всех homo sapiens'ов. Зачем тебе играть в ферму, в которой тебе надо платить за ускоренный сбор посевов, если ты можешь примерно в такой же ферме зарабатывать криптовалюту и тратить ее на что угодно, причем как в физическом, так и в виртуальном мире. Так как эти предметы будут принадлежать вам, никто не помешает их перепродавать, дарить или использовать в своих проектах. Исследователи из Grayscale предлагают примеры использования метавселенных. Галереи, такие как Sotheby's, открыли для владельцев цифрового искусства возможность демонстрировать и продавать его как NFT на аукционе. Криптовалютные компании, такие как Binance, создали цифровые штаб-квартиры в метавселенной, где сотрудники встречаются и работают. Казино, где посетители играют на токены. Те, кто купил виртуальную землю, строят цифровые рекламные щиты, чтобы размещать баннеры за плату в крипте. Atari запускает виртуальные аркады, в которые люди играют в Decentraland. Открываются музыкальные заведения, где артисты и диджеи играют треки и проводят концерты. От себя добавлю, что, на мой взгляд, в отчете Grayscale забыли про Digital Fashion, рынок виртуальной одежды, которую можно надеть не только на аватара, но и на самого себя. Про это стоит сделать отдельный выпуск. Напишите в комментах, если вас интересует эта тема. Владение виртуальными объектами потребует от рынка инфраструктуры для работы с ними. Все ваши цифровые штуки надо где-то хранить, показывать, защищать от воров, продавать, покупать, решать спорные вопросы и, в конце концов, транслировать цифровому миру свою уникальную идентичность. Способы предоставить эти услуги Grayscale называет децентрализованными протоколами. Давайте их перечислим. Платежные сети. Метавселенная Web 3.0 может использовать собственную цифровую валюту, например, Mana, или валюту базовой платформы, на которой она построена, например, Эфир или Solana. Децентрализованные финансы. Биржи позволяют пользователям торговать внутриигровыми предметами, а платформы кредитования брать кредиты на виртуальные земли. Игроки могут покупать NFT у других создателей и переносить их в свои виртуальные миры, чтобы показать или продать. Децентрализированное управление. Контроль над цифровой экономикой переходит от корпораций к пользователям. Они сами будут определять правила виртуального пространства, находящегося в коллективной собственности. Децентрализованное облако для хранения и обработки файлов, такое как Filecoin, предоставляет метавселенной децентрализованную инфраструктуру для хранения данных, а такие сервисы, как LivePeer, предоставляют виртуальным мирам решения для транскодирования видео. Самоуправляемая идентичность. Информация о монетах социальной репутации, так называемые монеты создателей, будет перенесена в метавселенную и использована для идентификации личности или кредитного скоринга. Сейчас Web 3.0 и метавселенные находятся у самого старта развития. Grayscale насчитал всего около 50 тысяч активных кошельков, подключенных к метавселенным, что, тем не менее, в 10 раз больше, чем в начале 2020 года.
За все время на продажу предметов Web 3.0, таких как виртуальная земля, товары и услуги, было потрачено более $200 миллионов, тогда как 100 миллионов из этой суммы, по мнению портала Decrypt, было потрачено пару недель назад. Об этом был мой предыдущий ролик. Исследователи резюмируют, что пользователи будут перетекать из устаревших Web 2.0 сервисов в децентрализованные метавселенные. Появятся новые сильные игроки. Старые попытаются адаптироваться или уйдут в прошлое. Grayscale прогнозирует, что в следующем году компании Web 3.0 принесут доход в $1 триллион, что, конечно, в 15 раз меньше доходов компании Web 2.0, но все только начинается. Не только инвестиционные фонды и технические гиганты выиграют от перехода в третью версию веба. Для людей с предпринимательской жилкой это шанс освоить новые рынки, которые сейчас напоминают Дикий Запад. Кормушка как для энтузиастов, так и для мошенников. Для художников это способ показать свое искусство людям во всем мире и зарабатывать на перепродажах. Для музыкантов шанс уйти из-под гнета всяких Spotify и рекорд-лейблов и обладать своей музыкой. Третья версия веба открывает новые возможности интерактивного образования. Стэнфорд уже проводит курс по VR, который полностью происходит в виртуальном пространстве. Появляются новые профессии, способы отвлечься от всего, с чем мы вынуждены сейчас мириться. Но нельзя ждать, когда компании типа Меты решат, какое будущее нас ждет. Надо разбираться в теме уже сейчас, поддерживать проекты, которые вам близки, через DAO или токены, потому что Web 3.0 дает нам влиять на развитие метавселенной. А если закрыть глаза и ждать всего готового от цукербринов и прочих иллюминатов, они нас кинут, как конкистадор туземцев, что было не так давно, когда нашу личную информацию у нас выменили на возможность читать посты друг друга, перемешанные с таргетированной рекламой. Ссылки на оригиналы исследований и другие материалы по теме найдете в моем телеграм-канале, ссылка в описании. Так что, Viva la Evolution, пора умнеть и встретимся в Metaverse.